Аэродром Мачище под Новосибирском. Сегодняшний праздник – это по-настоящему триумф авиации в Новосибирской области и Новосибирске, где самые сильные авиационные заводы и институты, где такое мощное движение авиаторов-любителей. Вы, в конце концов, в городе, где родился великий авиатор Александр Иванович Покрышкин, по-другому и не может быть. Хочу пожелать всем чистого неба и летной погоды. С праздником! В этом году страна отметила столетие комсомола. На протяжении своей истории комсомол являлся главным участником всех важнейших событий в истории нашей страны. Накануне годовщины повсеместно вскрывали капсулы времени с посланиями потомкам, заложенные комсомольцами 50 лет назад. Барнаул, 1968 год. Тем, кто будет праздновать столетие комсомола, молодежи 2018 года обращают свое слово комсомольцы 60-х годов. В этой капсуле письмо молодых барнаульцев в далекие годы. В послании содержались такие слова. «Вам, празднующим столетие ленинского комсомола, мы, отмечающие 50-летие нашего славного союза, шлем свой боевой комсомольский привет. Как зеницу ока берегите завоевание революции».
Сейчас на этом же месте собрались ветераны комсомола и представители молодежных организаций Алтайского края. Среди них и Владилен Савиных, тот самый комсомолец из кадров хроники, заложивший капсулу. Сейчас ему предстоит первым открыть ее. Я вас всех приветствую от имени тех нас. Я от души рад, что сейчас стою с вами вместе. Я горжусь вами и надеюсь, что вы все сделаете так, как надо в дальнейшей нашей жизни. Символично, что письмо в капсуле было размыто водой и не сохранилось, как нет уже и той страны, в которой оно писалось. Но вот в Новосибирске проходит закладка новой капсулы в Доме культуры 40-летия ВЛКСМ. Нет той помпезности и массовости, что была 50 лет назад. Все скромно, можно сказать, по-домашнему. С какими же заветами нынешняя молодежь обратится к потомкам? Да, конечно, у нас не все получилось сохранить и исполнить то, что нам обращались 50 лет назад. И надеемся, что молодежь 2068 года сможет еще больше приумножить развитие нашей страны. Звенит и колокол, дороги все, кто молоды, там карта побед вручена. Отчизне в дар останутся рабочей славы станции. Запомните их имена. Любовь, комсомол и весна. В этих металлических коробках хранятся сотни фильмов и киножурналов разных лет. Звукооператор Анатолий Антонов большую часть жизни проработал на западносибирской студии кинохроники. В общем, все года. Ну, я примерно помню, какие года. Вот 65-й. Я в первый класс пошел. 87-й год. 91-й, где-то вот 91-й здесь находится. К примеру, 29-й и 30-й. Это ГКЧП. Дестройшие дела. Все сразу видно. 90 лет назад вышел первый выпуск киножурнала «Сибирь на экране». С тех пор ни один киносеанс не проходил без показа журналов, основными сюжетами которых были главные события и трудовая жизнь сибиряков. Две тысячи стакановцев района досрочно выполнили свои годовые задания. Станки, машины, товары народного потребления дает стране город на обиид. Ударные стройки, всенародные праздники, культурные и спортивные события – все это попадало в объектив хроникеров и составляло кинолетопись страны. Трудятся новосибирцы. В начале 90-х стало сокращаться финансирование кинематографии. Киножурналы и документальные фильмы перестают показывать в кинотеатрах и по телевидению. Но и в эти тяжелые годы новосибирские документалисты продолжают сохранять образ времени для потомков. Последние выпуски киножурнала «Сибирь на экране», сделанные на 35-миллиметровой кинопленке, датируются 2003 годом. В 2015-м здание Западносибирской киностудии было продано, и она прекратила свое существование.
счастью, большая часть фильмов и хроники сохранилась. Сейчас главная задача – перевести кинохронику с пленочных носителей в современный цифровой формат. К тому же многие пленки нуждаются в реставрации. Сейчас будем сканировать. В марте этого года в Музее Дома документального кино открыли выставку, посвященную 90-летию Сибири на экране. Главными героями на ней были те, кто многие годы создавал этот легендарный киножурнал. Ну, я вообще, наверное, самый сегодня старейший, оставшийся в живых работник киностудии. Что говорить, вот стенка там, «Сибирь на экране», я думаю, что 2/3 киножурналов вот этих записывал я. Поэтому, ну, приятно, что сейчас вспоминают киножурнал. Слава Богу, что он возвращается на экраны. Медленно, мало, жалко, потому что жизнь наша настолько быстрая, и хотелось бы, чтобы потомкам вот этим нашим, наше время осталось в истории. В 2016 году началось возрождение Сибири на экране. На базе Дома документального кино и киностудии «Азия-фильм» уже создано несколько новых выпусков, посвященных современной жизни Сибири. Пришла весна, и этот субботник только начало большой работы. Нужен ли киножурнал сегодня? Провал в документальном отображении жизни страны станет очевидным лет через 30, когда нынешняя молодежь захочет вернуться в сегодняшнее время и, возможно, не увидит ничего, кроме информационного шума. А ведь несколько поколений советских людей оставили после себя огромное наследие, запечатленное в кинохронике. Что же оставим после себя мы? Покажет время.